Всем привет, я Марина и с вами Школа Сакрамел. Думаю, не раз вы видели на натуральных ногтях при отрастании проседание базы. Это усадка материала. Если сталкивались, ставьте пальчик вверх. В этом видео расскажу, почему так происходит и как ее избежать. Поехали! Так выглядят ногти моей модели. Им больше месяца, прилично отросли. На некоторых ногтях видим трещины из точек роста. Такие сломы часто происходят, когда ногтевая пластина отрастает, увеличивается нагрузка на свободный край. Если недостаточно укреплена стрессовая зона, ногти ломаются, поэтому их необходимо правильно укреплять. Помимо этого можно увидеть проседание базового покрытия. Это не говорит о том, что предыдущий мастер сделал неправильное выравнивание. Возможно, покрытие было ровным. Но со временем, при отрастании, поскольку натуральная ногтевая пластина имеет свойство изгибаться, резиновое покрытие базы растягивается и происходит такой эффект усадки. То есть связи между молекулами геля становятся длиннее. В данном случае так произошло из-за наличия длины и из-за использования пластичной базы, той, которая гнется. Если бы мы использовали твердый материал для этой модели, такого эффекта возникнуть не должно. Поэтому так важно разбираться в базовых покрытиях и как правильно их подбирать под тип ногтевой пластины клиента. Но запомните, в любом случае, когда мы видим длину, это звоночек о том, что мы должны использовать твердый материал. Чуть позже я вам покажу разницу между мягкими и твердыми материалами, а пока выполним подготовку ногтевой пластины к укреплению. Сделаем маникюр алмазной насадкой пламя, прочищаю птериги в положении форвард левые стороны и в положении реверс правые. Вижу, что у моей модели также ошибка опила, в точках ногтевого роста есть ступеньки. Это говорит о том, что во время опила мастер не положил пальчик на бок и не зашел пилкой из точки роста. Такая ошибка также приводит к сломам. Будьте внимательны при опиле нижних параллелей в форме миндаль и не совершайте эту ошибку. На ногте вижу красное пятно. Это говорит о том, что при обработке фрезой мастер шел не по коже, а по ногтю. Ноготь от этого истончается, впоследствии ломаясь. Либо это может быть не перепил фрезой, а перепил пилкой. Выполняем срез единой полосочкой. И один лайфхак, который я уже показывала, но еще раз с удовольствием расскажу о нем, это шлифовка кутикулы алмазной насадкой, но по увлажненной поверхности с применением дегидратирующего тоника. Такой способ позволит убрать даже самые мелкие заусенцы, будет эффект скатки кожи. Наношу небольшое количество, растираю, жду, когда тоник немного впитается, и на небольшой скорости, приблизительно 7000 оборотов, в положении реверс шлифую внутреннюю часть кутикулы и задний валик. Выполнили маникюр, обезжириваем ногтевую пластину и наносим подготовительные препараты. Это бескислотный праймер, который улучшает сцепку. Можно наносить только на отросшую часть, потому что на свободном крае я намеренно оставила базу для поднятия клюющих кончиков. Праймер испарился. Теперь наносим пластичную базу для гель-лака тонким слоем. Пока ее не просушиваю и займусь ремонтом ногтя.
Для этого буду использовать специальный материал Fiberglass, иногда его называют шелк, для ремонта ногтей. Это переплетенное стекловолокно, которое хорошо армирует трещины, не позволяя им расходиться вновь. То есть, если у клиента я вижу такие глубокие трещины, при этом ему некомфортно срезать длину, ремонтирую таким образом. Подписывайтесь в социальных сетях, там вас ждет еще больше полезной информации. Поверху пропитываю базой Fiberglass для того, чтобы он стал прозрачным и хорошо закрепился. И теперь отправляем на просушку. Остальные ногти просто покрываю тонким слоем пластичной базы. Пластичная база нужна для хорошей сцепки, для того, чтобы она амортизировала натуральную ногтевую пластину и чтобы хорошо носился материал. И для того, чтобы следующий материал не скалывался. На большом также небольшая трещина, ремонтирую файберглассом. Рассмотрим с вами базовые покрытия. Например, те базы, которые имеют название Rubber, Elastic, они пластичные, гибкие. И те базы, которые имеют название Strong, Hard, более жесткие. Для того, чтобы определить пластичность вашей базы, сделайте тест. Нанесите небольшое количество базы выравнивающим слоем на глянцевую поверхность. Отправляем в лампу на просушку. Достаем из лампы, даем время, чтобы материал остыл, и наносим твердую базу. В моем случае это Clio Rubber. Несмотря на то, что есть слово rubber, каучуковая, эта база является твердой по моему исследованию. Обезжириваем базу, чтобы она не была липкой, отделяем от бумаги и сгибаем, пробуем ее порвать. Если база не рвется, не трескается, это говорит о ее пластичности. Также она поведет себя и на натуральных ногтях. Твердая база в таком слое уже сломалась, я даже не успела снять ее с подложки. Нужно понимать, что твердый материал в тонком нанесении будет хрупким, но в толстом нанесении будет прочным. Твердая база подобна корке льда. Если лед тонкий, то вряд ли мы с вами сможем по нему пройти. И наоборот, если лед толстый, то мы с вами можем ходить по нему без проблем. Поэтому моделирующие системы, твердые материалы всегда наносятся достаточным слоем, не тонким втирающим. Именно поэтому в данном случае было принято решение укреплять натуральные ногти твердым гелем. Он не будет давать эффект усадки, не будет проваливаться при отрастании. Выполним поднятие клюющего кончика на указательном. Для этого разбиваю работу на два этапа. Сначала ставлю шарик геля на свободный край, распределяю его к середине натурального ногтя, отправляем на просушку. Вторым этапом промазываю полностью всю ногтевую пластину, набираю шарик побольше, ставлю его на наивысшую точку, на апекс, и аккуратно распределяю к кутикуле. Распределяйте так, чтобы впоследствии вам не пилить. Стягиваю материал на свободный край. Все, что необходимо сделать, немного выровнять поверхность. Тут у нас не получится, к сожалению, техника без опила, потому что был ремонт, есть неровности, нужно поднять клюнувший кончик, поэтому попилить придется. Те ногти, которые не так сильно клюют вниз, оставляем их с такой архитектурой, просто дополнительно укрепляем гелем. Во время распределения геля всегда опускаю палец немного вниз, для того, чтобы не было затеков на кутикулу, ведь каждый затек – это будущая отслойка.
Для распределения материала для ровной продольной арки переворачиваю ноготь и помогаю тонкой кисточкой сформировать архитектуру, выстроить правильный апекс. Отправляем на просушку. Нужно отметить, что такой толстый объемный слой геля при полимеризации может сжечь. Поэтому информируйте клиента, что не стоит терпеть жжение, ведь можно получить термический ожог ногтевой пластины и негативные последствия, которые нам с вами абсолютно не нужны. Если клиент очень чувствительный, лучше разбить работу на два этапа, выполнять не такой объемный слой, либо использовать низкотемпературные гели, которые в меньшей степени выделяют тепло при полимеризации. Выполнили выкладку, снимаем липкий слой, приступаем к опилу. При виде сверху подравниваем форму миндаль, затем кладем палец на бок, заводим пилку под ноготь и таким образом приподнимаем клюющий ноготок. Важный этап – посмотрите на ноготь в торец и в таком положении попилите, приподнимая кончик. Прохожусь пилкой по боковым сторонам, там, где был ремонт, неровности, сглаживаю поверхность. Хотите развиваться и знать больше о маникюре? Приглашаю в базу знаний школы Сакрамел. Более 20 видеокурсов по цене одного с получением сертификата. Они доступны по всему миру. Для подробностей переходите по ссылке в описании. Средний ноготь растет в сторону, поэтому при помощи опила исправляю направление роста. После опила с внутренней стороны вы можете увидеть излишний объем. Его убираем при помощи конусовидной твердосплавной насадки. Включаю 30 тысяч оборотов в положении форвард и провожу вычищение внутренней стороны. Большинство ногтей мы не опиливали, только где-то доработали неровности. Обезжириваем и приступаем к дизайну. Для дизайна буду использовать гель-лак очень красивого лавандово-розового оттенка. На средних и безымянных наношу гель-лак с отступом от кутикулы, делая негативное пространство. Остальные ногти покрываем в 2 слоя. Чтобы не было затеков, можно сделать прокраску с отступом, а затем заполнить оставшийся промежуток тонкой кистью. Безымянные и средние также покрываю в 2 слоя для плотности. После того, как все просушили, снимаю липкий слой с тех ногтей, где будет дизайн. Отмеряю длину полоски, которая мне необходима. Это такие тонкие наклейки, которые повторяют изгиб ногтевой пластины. При помощи силиконовой стороны пинцета разглаживаю. Отрезаю лишние кусочки, для того, чтобы полоска не топорщилась. Дополним черный по талию. С такой я еще не работала, и мне крайне интересно. Для того, чтобы она прикрепилась, наношу бескислотный праймер, ведь он обладает липкостью. Прикладываю поталь. Она смотрится как эффект перепелиных яиц, только фрагменты более крупные. То есть вместо такой потали можно использовать топ с эффектом перепелиных яиц.
Раскладываю хаотично и плотно прижимаю. Решено ногти с дизайном покрыть матовым топом. И тут случился казус. Топ разъел цвет по талии, начал его стягивать. Я очень расстроилась, хотела уже все переделать, но, посмотрев, подумала, что так эффект еще интереснее, как будто акварельный. Напишите в комментариях, что скажете, удачный ли был этот казус. Наш результат. Подводя итог, хочу отметить, что для длинных натуральных ногтей лучше использовать твердые, жесткие материалы, которые не будут давать эффекта усадки базы. Видео было полезным, поддержите, поставьте пальчик вверх, подписывайтесь на канал. Но я желаю всем счастливо, успехов, пока-пока!